Ну давай, рассказывай людям. Как тебя занесло сюда, в Африку? Так, меня зовут, наверное, Константин. Представиться надо? Так, меня зовут Константин, я из России. Приехал в Египет по разным причинам. Решил пожить немного на юге, сменить обстановку, потому что я в России живу на севере. У нас там 9 месяцев в году зима. И решил я как-то сменить, выйти из зоны комфорта. Как все модные коучи говорят, что надо выходить из зоны комфорта. И вот было это сделано. Почему Египет? Многие спрашивают. Не знаю, просто так карта легла. Пришел в туристическое агентство, говорю, куда есть путевки. Сказали, есть Египет, вылетаешь завтра, стоит столько-то. Я соглашаюсь, и мы с женой летим. Просто в никуда, в первый попавшийся город. Я даже не знал такой город Хургада. Что вы не в отель прилетели? А? Вы не в отель прилетели? В отель. А потом просто с потом просто не вернулись. Как решили я. остаться. Да. В отеле познакомились еще с парой семейной. Потом еще там мужчина с сыном. Они тоже оставались. И все дружно мы переехали в один компаунд. И так вот у нас небольшая коммуна организовалась, выходцев с Советского Союза. Тут уже большая коммуна, на самом потом деле. Я узнал, что тут большая коммуна. Тут уже коммуна больше, чем египтян в Хургаде. Ну да. Общее, что-то я потом посмотрел, там 400 тысяч жителей в городе Хургада, население, оказывается, большой город. А русских, не русских, а русскоговорящих, тут где-то около 30 тысяч. Это местные так говорят. На самом деле, не знаю. Я думаю, 50 тысяч точно. Да? Ну, конечно. Может быть. Иностранцев тут 50 тысяч точно. Ты что? Это ж тут еще всякие немцы, французы, кого только нет. Да. Украинцы, белорусы, россияне. Но я имею в виду... русскоговорящих где-то около 30 тысяч. Хургада оказался очень большим городом. Даже на удивление, от одного конца до другого, наверное, километров 40. Город весь растянутый вдоль моря. Но самое интересное, что Хургада — это такой город, который находится на море, но доступа к этому морю у жителей нету. Вся первая линия в заборах, в отелях, в частных каких-то пляжах. Есть какие-то такие кусочки, где можно посмотреть, но опять же все это будет через забор. Набережной как таковой нету, одна маленькая набережная в центре города есть, куда люди ходят прогуляться, хоть посмотреть на это море. И тут решили потом с супругой остаться здесь, пожить подольше. Нашли квартиру, тоже было удивление, что, казалось бы, думал, туристический город, цены на жилье будут дорогие. По факту оказалось, что не особо. Мы снимаем наша, если по-русски, трехкомнатную, если здесь, то двух-бедрум. Это 2 спальни и гостиная за $300. Включено электричество и вода. Вообще удобно. Все лето мы с кондиционерами прожили с водой. С водой летом, как всегда, оказывается, здесь в Египте проблемы. Что-то у них там труба какая-то прорвалась, потом на машинах это привозят, машина что-то подорожала. Тут свои нюансы. В общем, что могу сказать про Хургаду? Город прикольный, необычный, жить можно. Как и везде, есть какие-то свои нюансы. Я так понимаю, ты тут не один, да? Да, я приехал сюда с женой. Дочка была в России, входила там в школу. Потом мы дочку сюда перевезли. И теперь здесь она ходит на занятия, а так занимается дистанционно в своей школе, которая в России. Им здесь тоже нравится, тепло, хорошо. Не надо одеваться. Дочка так вообще говорит, классно. Одел тапки и пошел, говорит, куда угодно. Не надо там одевать сапоги зимние, шубы, пуховики, шапки, шарфы. В этом плане климат комфортный, удобно. То, что не надо заморачиваться одеждой лишней. Там весенней, осенней, зимней, летней. Здесь всегда летняя форма одежды. Чем ты занимаешься в жизни? Раньше у меня был бизнес, у меня в моем городе был автомобильный магазин, занимались продажей автозапчастей, и параллельно у меня еще был бизнес, занимались продажей рыболовных товаров. Потом все это дело я продал, магазины продал рыболовные, а автомобильный магазин, помещение мое, я его сдал в аренду, и мне позволяло заниматься моей основной деятельностью, чем я сейчас занимаюсь. А чем ты сейчас занимаешься? На протяжении последних лет
трех я активно занимаюсь экологией, ну, решением экологических проблем в силу своих возможностей, потому что у меня образования экологического нету, но я прошел многие тренинги по экологии, по чистому производству, по сфере, ну, тренинги были в сфере экологического образа жизни. И мы с женой вот увлеклись данной тематикой, стали потихонечку это все дело расширять, нашли единомышленников, и вот мы в России создали целую организацию «Экология. Новая жизнь» она называется, где мы занимаемся популяризацией раздельного сбора отходов, это сортировка отходов по фракциям. Мы ходим с нашими программами по детским садам, по школам, по вузам, по крупным предприятиям в нашей республике. Мы им рассказываем, как можно правильно обращаться со своими твердыми коммунальными отходами, как снизить нагрузку на экологию, что можно делать с пластиком, что можно делать там, с картоном, со стеклом. Ну, если взять в общем, то решение экологических проблем для жизни в городе, как уменьшить нагрузку на экологию, если ты живешь в городе и у тебя нету каких-то там супер средств по решению этих проблем. Получается, многие люди даже не задумывались, что пластик это такая вещь, которую можно бесконечно там, перерабатывать. Что бумага, картон тоже можно бесконечно ее там перерабатывать. Стекло можно опять же перерабатывать. Металл можно сдавать и перерабатывать. Многие люди об этом даже никогда не задумывались. И мы вот ходим с такими программами, людям рассказываем. Снимаем познавательные видеоролики, ведем группы в соцсетях, где все это описываем. Интересно очень. Ну, да, потому что в начале нашей деятельности в нашем городе, город Сыктывкар, республика Коми, это такой небольшой городок на севере, 250 тысяч жителей. И вот мы там как раз началось все банально, то, что было много свободного времени в ковид, потому что было все закрыто. Мы пошли на субботник, потом на второй, на третий, и потом поняли, в чем причина. Когда на субботниках идешь, например, на берег нашей реки, у нас две красивые чистые северные речки, которые впадают в Белое море. И когда на пляж туда приходишь и обнаруживаешь то, что там огромное количество пластиковых пакетов, пластиковых бутылок, стеклянных бутылок, ты это все собрал в мешок и смотришь, целая гора мешка. А потом начинаешь смотреть, а что можно сделать-то с этим пластиком? Оказывается, его очень охотно покупают переработчики, прям у тебя с руками готовы оторвать, еще и конкуренция, кто больше цену даст. Мы такие, и чуть-чуть сменилось мировоззрение, то, что это не проблема, эту проблему очень легко решить на самом деле. Просто надо человеку объяснить, что надо свой мусор не выкидывать куда попало, а сложить в специально отведенный бак. Мы думали, что это так просто, но оказалось, что это дело совсем непросто, потому что человек не видит почему-то смысла как-то защищать природу, следить за окружающим себя пространством, старается намусорить, думает, что за него кто-то должен другой это сделать. И оказалось очень тяжело человеку это донести, то что не выкидывай мусор. Просто ты идешь, вот у тебя есть в руках там фантик или бутылка воды допитая. Ты вот пронеси лишних еще 50 метров и положи в бак. Не выкидывай в ближайший куст, где уже там накидан мусора. Потому что никто за тебя не уберет, да, есть какие-то там уборщики, есть какие-то там волонтеры, активисты, кто это все там следит, убирает, прибирает, на субботники ходят. Но они по сути же не должны за каждым человеком все убирать. Ответственность человека в правильности выбранных поступков. То бишь ты должен со своим мусором сам обращаться. Это такая же вещь, там, есть же правила обращения, там, не знаю, с автомобилем, ты должен его там помыть, обслужить, масло поменять. И такие же правила обращения со своим мусором, потому что его не надо никуда выкидывать, его надо просто принести и сложить в специальный бак. Все очень легко и просто. Знаешь, я когда жила в Москве, я очень часто наблюдала, когда на дорогой статусной машине едет мужчина и по дороге открывает окошечко, выбрасывает там упаковки разные от Макдональдса, банки, вот так на дорогу, фух, и все. От чего это? Это говорит о том, что у человека есть деньги, но нет культуры. И это вот очень такое как раз заблуждение
людей, когда у них чуть-чуть, они чуть-чуть поимели денег, у них есть какая-то там статус, работа, может быть, где-то этот, и они думают, что все остальные им должны. И это вот как раз такой тип людей, с Это же которыми... мания величия, нарциссизм, правда? Ну да, я не знаю, что это, но с такими тяжелее всего как раз и взаимодействовать, потому что они вроде бы у них, они скажут, да я больше получаю, да я это, что ты меня тут учишь, да все должны вокруг я меня. поняла. Это как раз такая вот ловушка, то, что они сами себя загоняют в эту ловушку, начинают вести себя плохо, люди потом на них смотрят, и такой стереотип раскидывается на всех. Да? А на самом деле любой богатый, себя уважающий человек, он никогда не выкинет мусор, он наоборот, вот по моему опыту, мы в городе в нашем сделали экоцентр. Экоцентр занимался тем, что принимал вторсырье и сдавал на переработку. Получается, мы поддерживали там местных предпринимателей, которые из этого переработанного пластика что-то делали. Мы это объявили, и как думаешь, кто к нам приезжал? К нам как раз стали приезжать люди с достатком выше среднего. Потому что они уже задумываются, у них есть деньги, у них есть какой-то статус, и они начинают задумываться, вообще, что происходит в мире. И средний класс как раз был нашим основным клиентом, он и сейчас есть. И они вроде приезжают в Мерседес, выходят оттуда дядечка респектабельный, тетечка такая красивая, вся там в шубе. Джик, разложили пластик там по фракциям, отдали, поблагодарили и уехали. Было мое удивление. И как раз это стереотип, то, что если у тебя дорогая машина, то ты можешь себя вести как-то некрасиво. Наоборот, если ты чего-то добился, если у тебя есть там машина, там хорошая работа, ты должен быть примером для всех остальных и вести себя красиво. Знаешь, Константин, деньги – это же на самом деле очень сильная энергия, которая увеличивает в человеке то, что в нем есть. И вот поэтому среди богатых мужчин так много мудаков, потому что вот эта энергия выталкивает все на поверхность, то, что есть внутри. Согласен со мной? Тут и да, и нет. То, что деньги – это энергия, то, что из человека выплескивается то, чем он наполнен, это да, с этим я согласен. Да. Ну а чем вы здесь занимаетесь с супругой? Так, мы здесь, в Египте, тоже продолжаем свою экологическую деятельность. Также занимаемся субботниками. Нашли здесь компанию «Хепка». Они молодцы, откликнулись на наши все инициативы. Мы им предлагали разные проводить мероприятия, они нас поддерживали. Вообще молодцы, действительно классно. Что надо, все предоставляли. Машину для вывоза мусора предоставляли, напитки детям, шоколадки, воду, соки, все предоставляли, мешки предоставляли. Вообще очень классная компания, организация, подход к активистам по сравнению даже вот в России, в которой мы общались с нашими региональными операторами, здесь намного лучше. Мы здесь потом начали потихонечку продвигать то, что и в России делали, организовали сбор пластика, проводили сбор пластиковых крышечек в школах, как раз там провели лекции, занятия, рассказали, что пластик такое, как с ним надо обращаться, то, что его можно сдавать на переработку. Дети очень активно подключились, участвуют, крышечки собирают, и до сих пор многие жители города крышечки эти собирают, приносят. Но вот сейчас мы с этими крышечками и с пластиком поступаем следующим образом. Мы его собираем, вызываем Хепка, приезжает от них человек, взвешивает и сразу отдает нам деньги. А на эти деньги мы покупаем корм, туалетный наполнитель для кошачьего приюта. Потому что в Хургаде кошек просто какое-то невообразимое количество. Они здесь живут как в раю. Да. Да, здесь, наверное, еще 20 тысяч кошек, правда? Да, если не больше. Потому что возле каждого дома, там, я не знаю, наверное, штук по 10, по 15 этих кошек. У нас в компаунде 40. 40 кошек, да? Я вот сегодня покормлю, засниму видео, когда дома буду. Ага. Вот, и получается, что проблема, опять же, с бездомными животными очень огромная здесь. Да, очень многие их поддерживают, подкармливают, воду наливают, там кто-то гладит, кто-то их там таскает в ветеринарку. Но все равно, получается, был создан приют, создан египтянкой, Айман женщина. Она собирала с города кошек, которые попали в аварию, там, после покусанных собаками, без лап, без хвостов, там, разодранных, с лишаем, там в таких ужасном состоянии. Их выхаживала и потом отпускала. Ну а если уже там без лапы, там трехлапые, двухлапые кошаки есть, она их оставляла у себя и в приюте там содержала. И вот мы познакомились с активисткой, с русской девушкой. Она
ходила туда, помогала. И вот нас привела, и мы такой проект у нас родился, Useful Caps называется. То, что мы собирали пластик, и этот пластик продавали, и на вырученные деньги покупали в этот приют все, что им необходимо. И вот люди активно очень стали в этом участвовать, приносили, мы его сдавали, покупали, приходили, чинили в этом приюте, там, ну, короче, выполняли какую-то мелкую работу, помогали, ну, все там делали. И потом получилось так, то, что этих кошек стали забирать европейцы. И получается вообще классная такая ситуация, то что она брала этих кошек, выхаживала, лечила, и потом этих кошаков отправляли в другие страны. Самое такое классное, то что эти животные находили новых хозяев. Не просто там всю жизнь жили в этом приюте, а то, что у них появлялись хозяева. Интересно, интересно очень. А где находится этот приют? Приют находится на Шаратоне. На Шаратоне? Да, за магазином Абылашева. Там во дворах чуть-чуть. Да ты что? Да, вот у меня на канале там тоже ролик есть. Ну а сколько можно денег на пластик заработать? Ну, я зарабатываю 10 тысяч долларов, сдавая бутылки в Египте. Где ты их берешь? Люди сами приносят. 10 тысяч долларов? Ну так давай я тоже собирать буду. Почему нет? Сначала свой балкон. Вот здесь Сначала на балконе собираешь, Да. потом договариваешься с кем-нибудь, где можно еще собирать. Люди приносят туда. ты что? Ты там собирают, приносят. Скоро будут за бутылки драться, я так Так понимаю. дерутся уже воруют у меня бутылки. Воруют? Конечно. Местные же прознали о том, что у меня есть точка сбора пластика, Да а ты возле что? магазина, да, и стали приезжать туда, и буквально там, ну, мы делали как, мы в одном месте сделали сбор пластика, есть магазин секонд-хенда, Kinder City называется. Я с хозяйкой договорился о том, что мы будем на ее базе собирать пластик, люди будут, кто рядышком живет, приносить, ну, будем накапливать на нормальную партию, и будет машина с Хепки приезжать и забирать. Дорогие друзья, если у вас нету хобби, то можете вот хорошенько зарабатывать, научиться вот новый бизнес на чистоте даже. Можно, да. На самом деле это все лежит под ногами. Нагнись, подыми, и вот тебе деньги. Шикарно. Но оно так работает. Люди многие проходят мимо тех же бизнесов, Слушай, а бизнес-идей. бутылки от вот этих шампуней, от вот Все можно сдавать. порошка? Любой пластик, конечно. Любой пластик? Любой пластик, да. Я уже кучу денег выбросила. Да. Ну, получается, одна пластиковая бутылка, вот 5-литровая, здесь 6 она литровая, вот 10 таких бутылок это килограмм. Килограмм сейчас стоит 7 фунтов дает. 7 фунтов. Да. 100 килограммов 700 фунтов. Да. Ну, это собирается, ну вот если мы дома, например, потребляем, в месяц у нас где-то, ну, мы, правда, 11-литровые бутылки покупаем, ну, чуть больше, где-то 8 бутылок на 4 человека, плюс сейчас маленькая собака, вот чуть-чуть больше. Получается, на самом деле, очень много мы выкидываем пластика. Если на это не обращать внимания, ты постоянно каждый день выходишь и выносишь мусор. Да. Может, даже 2 раза в день, потому что скапливается очень много. Если чуть-чуть притормозить, например, пластик, начать хотя бы чуть-чуть сортировать, пластик, мешочки пластиковые в мешочек, а пластиковые бутылки в один большой мешок и картон отдельно, то просто ты удивишься, насколько у тебя мало мусора осталось. У тебя его почти не будет. У тебя будет единственное там шкурки от продуктов. Шикарная А идея. остальное все можно продать за деньги. Все. Очень просто. Все. С сегодняшнего дня живем по-другому, дорогие друзья. Все сортируем и продаем. Да, только единственный нюанс, в Египте это сделать очень просто и очень классно. Вот очень многие сейчас делают как? Возле каждого дома, возле каждого подъезда живет очень-очень много кошек. Люди за свой счет покупают корм и этих кошек кормят. А сейчас, которые заинтересовались, вот наша благотворительная акция Useful Caps, которые стали собирать пластик, мы всем раздали номер телефона водителя. Водитель к ним сам приезжает в удобное для них время, забирает, взвешивает, забирает и сразу отгружает деньги. И на эти деньги люди идут и покупают уже корм. И опять кормят своих домочадцев, которые вот живут возле подъезда, эти кошаки. Шикарно. Классная действительно на самом Шикарно. деле идея. Тем более Египет, казалось бы, в России огромные тарифы за вывоз мусора. Здесь люди не платят за вывоз мусора слова совсем. Здесь государство вывозит, оно взяло на себя эту нагрузку и вывозит. А человек еще
и может зарабатывать на этом пластике. Классно? А вот кот, который в жизни понял все. Вы только посмотрите на него. На эту безмятежность. Вообще. Serenity. Котяра. Ну ты что? Мы вот с Константином выбираем еду для кошек. Вот, Константин купил на $33 вот такой большой мешок на 1000 фунтов. 20 килограмм. И мы сейчас идем к кошкам. О, дорогие друзья, видите, какие мы с благородной душой. И сколько, получается, в месяц ты зарабатываешь на пластике? Ну, смотрите, я не зарабатываю на пластике, наверное, тогда вы поняли, что это была шутка. Но где-то мы сдаем на 2000 фунтов. Чуть меньше, чуть больше, ну, приблизительно где-то так вот. Вот сейчас вот 1300, плюс они 500 дали, плюс 1700, где-то 300, около 2000. И вот мы все деньги покупаем корм и отдаем в приют. Теперь смотрите, друзья, кто хочет участвовать, сейчас не надо никуда приносить, у нас точек сбора в городе нету, но зато появился номер телефона, WhatsApp у водителя Хепки. Вы можете дома собирать пластик, отдельно складировать бутылки, ну, любой пластик, и отдельно картон. Накопили там по мешку, например, написали ему телефон на WhatsApp, он к вам приехал, ну, договорились о времени, о дате, о месте, ему локацию скинули, он к вам приедет, сразу взвесит и даст вам деньги. И на эти деньги вы уже можете поступать как угодно. Можете себе купить кофе и себя похвалить, какие вы молодцы, спасли немного природу, а не пошел, ну, сдали пластик на переработку, а не пошел он куда-то там в океан или в море. Либо можете кормить своих питомцев. А сейчас мы с Константином намереваемся навестить кошечек в приюте, но это уже будет в следующем видео. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Пока-пока, до скорых встреч!